Так, смотрите, что я купила на 2500 рублей. 2500 рублей, вот это все. Ровно брала с собой эту сумму и все потратила до копеечки. Смотрите, сейчас курс лиры к рублю 1,73, ну, здесь у меня на 1450 лир. Я сконвертировала, это ровно 2500. Сейчас покажу, да, вот на эту сумму, что я взяла в Турции на базаре. Это виноград. Здесь 2 где-то с чем-то килограмм вышло. По 80 TL за килограмм. Буду, наверное, конвертировать и писать с краю, сколько это в рублях. Купила, в общем, 2,5 примерно килограмма винограда. Здесь, кстати, именно вот продается киш-миш. Другие виды тоже есть, но дети любят именно вот такой вот вариант, поэтому я взяла киш-миш, он без косточек. Взяла 2 килограмма черешни. Правда, сейчас уже и продается вишня. Она чуть подороже, но она кислая. Я уже сделала варенье из нее. В прошлый раз купила, но никто не ел, говорят, кислая, только я попробовала, поэтому сделала варенье. Вот такая черешня продается, я всегда покупаю у разных продавцов. Ее очень много, вообще очень разная цена. У кого-то 200, очень крупная, у кого-то 150, у кого-то 100. Есть и вообще за 80, а в прошлом ролике, вон, даже название ролика у меня черешня даром, за 50 лир была. Но она была такая, как бы, знаете, ее было очень много, она не такая крупная была и не совсем прям была такая идеального вида, да. Поэтому 2 килограмма, моя вот эта вот черешня, 100-150 лир я взяла. Килограмм 150, то есть я взяла 2 килограмма. Также хочу сказать отдельно по поводу болгарского перца. Выглядит он вот так вот. Здесь, да, похож очень на обычный красный перец, но он реально такой, как бы, знаете, тяжеленький. Отличается от того красного, который, в принципе, да, здесь, в Турции, почему-то дороже. Этот идет по типу болгарского, да, он вот такой вот разрастается, но он здесь всегда вот такого вот, знаете, неформального, как сказать, неправильной формы какой-то, и цена всегда дешевле. Всегда он какой-то, как будто, знаете, поеденный какой-то, вот он со всякими, как будто насекомые его едят, и они всегда его продают задешево. 50 лир за килограмм. 50 лир за килограмм, представляете? Здесь килограммчик, ну, килограммчик вроде, да. Я 50 лир отдала. Точно, килограммчик должен быть. Взяла кукурузу, 6 штук. Вот, 100 лир. За 6 я отдала 100 лир. Хочу, знаете, в духовке попробовать. Увидела рецепт один интересный к мясу с кукурузой. Попробую очень приготовить. Кукурузу редко берем только детям, когда они хотят, и когда она такая, как бы, свежак идет, сютлю называется, когда она прям такая молочная и свежая. Вот, в общем, 6 штук кукурузы взяла. Сюда перемещаемся. Здесь у нас 4 таких крупных взяла, видите, больше моей ладошки, можно сказать. Ага, один, видите, уже, сейчас я его нарежу, аж немножко помялся. Ну, конечно, очень много продуктов. Везу я это все на велосипеде. Кто, кстати, не подписан на канал, подписывайтесь, проходите, смотрите. Вот так вот все с рынка на велосипеде везу, хотя многие с тележками ходят. В общем, это что у нас? Это у нас персик, да? Шефтали называется. 4 больших крупных персика взяла. 70 лир за килограмм. И там же взяла 4 больших нектарина, тоже 4, вот такие вот огромные, тоже, видите, в ладошку даже не умещается, 4 штуки, тоже 70 лир взяла. И бананы, вы не представляете, вот стою здесь, такой аромат, просто вот разнообразие фруктов. Беру обычно фрукты, потому что овощи, там помидоры, вот это все я покупаю всегда
в лавке. Полноценный обзор цен на рынке у меня есть на канале, проходите. Бананы взяла вот такие красивые, за килограмм 60 лир. Очень вкусные, люблю именно вот такие вот широкие и маленькие. Они очень-очень ароматные и вкусные. Арбуз взяла именно вот такой темно-зеленый, это означает, что он без косточек, и он обычно очень такой аж приторно-сладкий. Я его люблю, поэтому он еще и по размерам не такой большой, поэтому привезла, смогла сама, самостоятельно. Правда, я ездила как раз-таки с младшим сыном, ему 7 лет. Он у меня как раз-таки на сиденье сидел и вот этот арбуз держал. Ну, нелегкий арбуз, за килограмм 20 лир. Такой хорошенький они мне выбрали. Вот. Далее, давайте ягоды вот покажу. У нас, кстати, город, в котором мы живем, называется Селивке. И этот город славится именно земляникой. Например, дальше, если ехать в сторону Мерсина, там Эрдемли, да, вот это вот все, там лимоны. А здесь у нас именно земляника. То есть в Селивке, если вот набрать, это такой город, где именно вот землянику продают. То есть выращивают и продают, то есть свою, круглый год причем. Но цена сейчас, как будто бы, знаете, хотя круглый год продают, но прям не такой сезон, да, бывает, прям она очень дешево стоит. Сейчас стоит 200 лир за килограмм. Еще наш город, чем славится, вот город Селивке, да, это провинция Мерсин. Она между Аланией и между Мерсином находится. Вот если вы проезжаете в сторону Мерсина, проезжаете Газипашу, где аэропорт Алании, потом проезжаете вот эту вот дорогу извилистую, серпантин, да, и вот, можно сказать, один из первых вот этих вот городов, которые со стороны Мерсина, да, уже вот провинция Мерсина, тоже вот Селивке здесь строят атомную станцию. В принципе, да, почему мы здесь находимся? Потому что мы с семьей переехали именно сюда по работе мужа. Муж работает на атомной станции Аккую. Это совместный проект Россия-Турция строится. Вот. Мы переехали, кстати, с 3 детьми. Кто на канале впервые, подписывайтесь, смотрите другие ролики. У нас двойняшки по 7 лет, девочка, мальчик, и старшему 17 лет. И давайте дальше продолжу обзор. Кстати, да, не договорила, хотела сказать, что в городе Селивке именно делают творог Олба, который вся, наверное, Турция знает. Именно вот русскими буквами там написано творог. И сметану Олба делают именно в нашем городе. Представляете? Сколько мы здесь уже? 2,5. До этого мы 1,5 года жили в Газипаше. И вот, наверное, за последние полгода я многое начала узнавать об этом городе. Да и вообще много интересного начала пробовать. До этого, конечно, тоже много нового для себя открыла в Турции. Но сейчас прям вот каждый раз что-то все новое выясняется. Интересно, вот с вами всегда делюсь этим. Так, ну вот клубника, в общем, 200 лир, да, стоит. И отдельно хочу прям показать, рассказать, сколько здесь стоит. Не стоит, а вот какая дешевая здесь зелень. Что я взяла, да? Я взяла салат, вот такой кудрявый. 40 лир. Один салат. Я всегда набираю очень много зелени, лук зеленый, базилик, рядом с базиликом петрушку положили мне, да, мята, здесь у нас щавель, представляете, да, я думала, щавель не растет в Турции, либо вообще как бы не знают, кузукула называется. А у нас по-татарски называется кузгалак. Да, мы татары из Татарстана, поэтому у нас тут кузгалак называется. Как будто бы, муж говорит, кузукула, как будто оттуда и идет кузгалак. Укропчика взяла, хороший такой пучок. И рукколу всегда беру.
в последнее время салат, вот без этого всего я прям вообще даже уже не представляю. Всегда добавляю разные травы. Вот. Ну, помидоры, огурцы мы всегда, как я и сказала, в лавке берем. Вот. Такие продукты, и все это на 2500. Все, в общем. Я думаю, что это очень недорого, тем более все свежее. Только-только вот, да, можно сказать, некоторые продукты даже с грядки только-только. Вообще, наверное, все. Просто некоторые вещи, возможно, едут, например, арбузы некоторые, едут даже из там с Анталии, то есть из разных регионов Турции, как я и сказала, в разных регионах города славятся разными фруктами или овощами. Например, где мы жили раньше в Газипаше, там авокадо, в сезон манго, очень-очень вкусное, рядом с Аланией, да, вот Газипаша находится, с Аланией тоже привозили, в Газипаше тоже сады были манго, там даже варенье делают манговое, вот там тоже можете проходить на старые ролики, смотреть, интересного много рассказывала. Раньше, веду я этот канал уже больше 3 лет, но что хочу, к чему хочу сказать, 2500, мне кажется, это очень дешево. И вот так вот раз в неделю сходить, у нас в месяц 4 недели, раз в неделю в пятницу, Джума Пазаре, как и в Алании у нас тоже в пятницу проходит, хотя здесь еще в понедельник есть. И вообще, как бы рядом районах в разные дни проходит. Можно вот так вот, если машина есть, можно даже съездить куда-то, да. На автобусе, конечно, трудновато. Вот, хочу сказать, что вот 4 раза, например, потратил ты по 2500 рублей. И это получается в месяц, вот на эти фрукты и овощи, 10 тысяч рублей. Это вообще недорого. А еще попробуй ты все это съесть. Ладно, нас 5. Вот, мы, конечно, съедаем. Ну, конечно, я докупаю там картошку, там отдельно, какой-то там еще овощи, там фрукты, огурцы, там, может быть, что-то, если увидели, инжир. Вот я покупала недавно килограмм 200. То есть что-то все равно, конечно, докупается. Лук, да, вот это вот, что еще? Эти баклажаны, кабачки, да, покупаю, конечно, дополнительно. Рассказываю про это, показываю, как я в лавке рядом с домом заезжаю. Ну, а так вот, смотрите, очень выгодно получается и экономно. Вот, напишите свое мнение, напишите свои комментарии. Всем, конечно, как всегда, желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой всем поскорее. Всех люблю, всех целую, всем пока.